Вязать я буду крючком 4 миллиметра. Этот крючок у меня длинный, двухсторонний. Цвет беру в начале нейтральный, то есть между черным и белым. Вы тоже возьмите средний цвет между теми цветами, которые у вас есть. Кстати, некоторые подписчицы говорят, не могут научиться вязать тунисским крючком. Я считаю, что тунисским крючком вязать намного проще, чем обычным. Главное уметь делать воздушные петли. Руку кладем на крючок. Считаем 1, 2, 3. Можно вязать, чтобы бородка вниз смотрела, либо на себя. Это вы уже к себе примерите, как вам удобнее будет. 3, 4, 5. Дальше. Вот в эти петли набираем другие петли, новые. Вот так подтяните, иначе этот край у вас будет фалдеть. Вот эти подтяните петли. И затем набираем новые. Набираем практически до конца ряда. Сюда не провязываем. Вот здесь будет последняя, 21 петля. Итак, набрала я 21 петлю. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21. А последнюю петлю провязываем ниткой, пряжей темного цвета, который у вас есть. Вот у меня черный. После того, как провязали черным цветом, или какой у вас будет, закрываем эту петлю. То есть у нас получается полноценный тунисский столбик. Мы вяжем изнаночный ряд, и эта петля будет изнаночного ряда. Вот, петля изнаночного ряда. Чтобы вам не ошибиться, вот сюда, в этот столбик, за переднюю ножку и за заднюю. Вот. То есть задняя и передняя полупетли. Поставим маркер. Теперь поднимаем нить серого цвета, или какая у вас будет. Черная вот здесь у меня лежит. То есть я перекрутила нитки. И провязываем черную и серую. 2 петли. Кстати, по поводу крючка. Вот длинный крючок. Как им вязать? Значит, вы тренируетесь. Бородку крючка держите либо к себе, либо вниз. Попробуйте, как вам удобнее. И как провязывать изнаночный длинным крючком. Можно вот так подтянуть все петли. Так, и 2 петли провязываем вместе. А можно крючок держать вот так, подальше пальцы. И вот так провязывать. Но я говорю, тренируйтесь. Либо так вам удобно. Вот, петли сдвинули. И так вяжем до конца ряда.
Довязала я до конца ряда изнаночный ряд. Вот одна петля у нас есть. Вот второй столбик. Вот за него заходим. И опять набираем петли. Итак, вяжем до последнего серого тунисского столбика. Довязали до последнего тунисского столбика. Поднимаем черный цвет. И вот в эти петли мы должны с вами провязать петлю. Провязали. Затем вывязываем опять петлю изнаночного ряда. То есть мы закрываем столбик. А чтобы не ошибиться, сюда ставим маркер. Ну, впоследствии вы научитесь без маркера вязать. И это сложная только первая полоса. Когда будем вязать следующую полосу, то будет поудобнее. Так, воздушку мы связали, то есть изнаночную петлю. Теперь поднимаем серый цвет. Получается, что нитки я перекрестила. И опять закрываем серым цветом. Вот, видите, вот сюда иногда попадают. Это неправильно. Это петля изнаночного ряда. А надо вот сюда. Итак, вяжем до конца ряда. Так, довязала я второй ряд до конца. И на что хочу обратить внимание. Вот эту петлю подтяните немножко, потуже. Следующую тоже подтяните. Почему? Иначе у вас вот этот край будет вот так фалдеть. А следующую петлю уже вяжем по крючку. И затем в процессе эти две петли будут точно такого же размера. Все. Итак, мы вяжем вверх 10 рядов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше вяжем самостоятельно. Ну вот, смотрите, провязала я 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поскольку полотно закручивается, что можно сделать, чтобы не мешало? Вот так сверните. Возьмите шпильку. И вот так поставьте. Так, закрыла я практически 10-й ряд. Вот 10-й ряд. Последний столбик я не закрываю. Беру белый цвет. Хвост оставьте, чтобы можно было потом заправить сюда. И провязываем белым цветом.
Теперь перекручиваем. Провязываем белым. И поскольку мы теперь будем вязать белым цветом, мы его укладываем на указательный палец, а серый, как дополнительную нить, на средний. И вот этот цвет тянем в конец рядом. Так, хвост не перепутайте, уберите. Заходим сюда. И вот так перекрещиваем. Теперь берем снизу. Теперь берем сверху. То есть мы вяжем как жаккард. Опять снизу. Средним пальцем можно серую нитку подтягивать. Сверху. Снизу. Сверху. Вот. И так мы серую нитку тянем в конец ряда. Провязала я до конца ряд белым цветом. Вот последняя петля серого цвета. Провязываем белым. А вот эту петлю провязываем серым цветом. И сюда провязываем черным. Поднимаем над серым цветом. Вот у нас серый здесь. Провязываем. И эту петлю закрываем. Ну, я буду пока продолжать ставить маркер. Дальше. У нас серая петля. Вот серым цветом и нужно ее закрыть. Так, закрыли. И теперь серый цвет нам нужно поставить над белой петлей. Для этого у нас основная нить будет белым цветом. Значит, белую укладываем на указательный, серый на средний. И провязываем, мы же закрываем белый, значит, провязываем белым цветом раз. И белым цветом второй раз. И вот теперь серый цвет встал над вторым тунисским столбиком. Теперь мы серый убираем. И до конца ряда вяжем белым цветом. Но это тот же самый жаккард. Вот как жаккардом вяжем, крутим петли, точно так же и здесь. Так, довязываем до конца и опять набираем петли и доходим вот до этого столбика, вот до этой петли. Белым цветом
Вот, довязала я второй ряд практически до конца. Поднимаем серый цвет. И провязываем 1, 2. Поднимаем черный. И провязываем черным цветом. Эту петлю закрываем. Сюда я ставлю маркер. Поднимаем серый цвет. Черный у нас вот сверху лежит. Перекрестила нитки. Закрываем одну петлю. Закрываем вторую. Белый укладываем на указательный палец. Серый на средний. И вяжем белым один раз и белым второй раз. И у нас серый цвет встал над следующей петлей. Так, как бы показать. Ну вот, видно, что он встал уже здесь. Видите? Серую откладываем нитку и заканчиваем белым цветом. До конца ряда. Потом набираем опять петли. И вот эта петля будет последней. Вот эту не трогаем. Вот, будет последняя петля. Так, довязываем. Как я говорила, вот эту петлю мы белым цветом не провязываем. Над этой петлей у нас стоит серый цвет. Значит, белую мы убираем. А сюда провязываем серым цветом. Вот так. И эти две петли провязываем серым цветом. То есть мы уже увеличили до 3. Дальше опять поднимаем черную. Где был маркер? Провязываем черным цветом. И петлю изнаночного ряда. Теперь берем опять серый цвет. Закрываем серым. Берем белую и серую и опять также укладываем. И провязываем. Главное, смотрите, чтобы они перекрутились нитки. Вот, теперь можно отсюда взять.
Если мы провяжем только один раз, серая нитка еще не встала здесь. Значит, нужно провязать еще раз, закрепить ее. Вот. Теперь серая нитка встала как раз над следующей петлей. Теперь мы ее отставляем. И опять вяжем белым цветом. Так, значит, вы самостоятельно провяжите еще 2 ряда. То есть у вас серый цвет будет в следующем, в 4-м ряду. Здесь получится 4 серых. 1, 2, 3, 4. И в 5-м ряду у вас будет 5 серых петель, столбиков тунисских. 1, 2, 3, 4, 5. Попробуйте провязать самостоятельно. Вот, набрала я 5-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5. И серых у меня 1, 2, 3, 4, 5. Закрываем черный. Маркер я все-таки еще буду ставить. Дальше смотрите. Теперь мы черный должны протянуть в самое начало. Значит, мы вяжем сейчас серым цветом. Вот так укладываем. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 столбиков серых провязали. Теперь серую нитку, серую, вот эту, мы отставляем. Она у нас останется как раз напротив последнего серого. Все, мы ее убрали. Дальше будем закрывать белым цветом. А черный тянуть сюда. Вот, и видите, нитка черная проходит у нас внутри. Мы ее тянем в начало ряда. Так, довязываю я белый ряд до конца. И черную нитку подтяните немного, чтобы не фалдило. Значит, заметили, да, обратили внимание, серая осталась над серым, черную протянули в начало ряда. Так, закрываем предпоследний столбик, а последний столбик закрываем черным цветом. Теперь нитки перекручиваем. И вяжем, набираем черным цветом петли.
И так вяжем до последнего белого столбика. Так, довязала я до последнего белого столбика. Дальше. Основной цвет у нас теперь идет серый. Значит, укладываем вот таким образом. У нас черная нитка в самом конце есть. Вот туда ее надо протянуть. Значит, этот столбик мы провязываем серым цветом. Так. Теперь заходим снизу. 2. Теперь сверху 3, 4, 5. И провязываем черным цветом сюда. Опа. Так. Провязываем петлю изнаночного ряда. А сюда я все равно буду ставить пока маркер. Так, каким мы цветом вяжем теперь? Серым. Значит, серый укладываем на указательный, а дополнительный на средний. И средним пальцем будем подтягивать. Провязали мы 5-й столбик серым цветом. Больше не перетягиваем серый, отставляем. И вяжем до конца ряда черным цветом. Так, довязала черным цветом до конца ряда. Опять белый с черным перекручиваю. Белый у нас остается здесь. Так, вот здесь не теряйте столбик. В крайнем случае посчитайте. Итак, набираем теперь черным цветом. И черный цвет устанавливаем вот над этим столбиком, над первым серым. Ну вот, видите, где я черный провязала? Над серым. Укладываем нитки. И вяжем серым цветом, а черный тянем в край. Так.
Петля изнаночного ряда. И закрываем серый цвет. Один. Два. Три. 4. То есть мы пошли на убавление. Серый отставляем. И вяжем до конца ряда. Так, и вяжем до конца ряда черным цветом. Так, довязываем черным цветом до конца. Нитки перекручиваем и опять набираем петли черным цветом. И черный цвет устанавливаем здесь. Вот этот черный устанавливаем над серым. Так, вот черный провязала над серым. Теперь я должна вязать серым цветом. Так, раз. Два. Три. Так, воздушку, петлю изнаночного ряда. Так, серым цветом закрываем один. Два. Три. Серый отставляем. И опять вяжем черным цветом до конца ряда. Довяжем, перекрутим, черным цветом провяжем, и последний столбик будет над серым цветом, вот сюда. Так, довязала я 1, 2, 3, 4, четвертый ряд, и последний черный столбик у меня будет над серым. Один. Два. Провязали раз, провязали петлю и опять закрываем серый цвет.
И затем вяжем только черным. Вот, то есть мы делаем убавление. Довязываем до конца ряда, нитки перекручиваем. Так, довязала я 5-й ряд. 1, 2, 3, 4. Это 5-й. Провязываем серым цветом. Провязываем изнаночную. Теперь столбик провязываем серым цветом. Здесь я нитки перекрестила. И дальше мы будем вязать опять серым цветом точно такой же прямоугольник. Вот почему у меня здесь 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потому что вот здесь должно быть 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть ровно половина. Теперь мы серую нитку тянем сюда, чтобы связать вот такой прямоугольник. У нас основной цвет черный. Значит, черный укладываем на указательный палец. Так, а второстепенную тянем серую на средний. И закрываем ряд до конца. И так вяжем до конца. Так, заканчиваю я 5-й ряд закрывать. Вот осталось 2 петли. Черную мы не закрываем петлю последнюю. Серую проверьте, натяжение, подтяните. И вот серым цветом мы заканчиваем. Проверьте натяжение белой. Дальше. Мы будем вязать серым цветом. Так. Но черный-то у нас идет здесь. Значит, сейчас мы черную тянем в обратном направлении. Так. Что делаем? Серым цветом вот так перекручиваем. Белую убираем в сторону. Она нам не нужна. Вот здесь не пропустите столбик с серым цветом. И поскольку будем вязать серым, основной, значит, его укладываем на указательный, а черный на средний. И будем вязать и тянуть черный цвет в конец ряда.
И так вяжем до конца ряда. Вернее, вот до серого столбика. Дальше серый убираем. Провязываем черным. Поднимаем серый цвет. И вяжем серым цветом до конца ряда. Здесь нитки белую и серую перекручиваем. И вяжем точно такой же прямоугольник. 10 рядов. Вот сюда. Все, свяжите самостоятельно, и я вам еще раз покажу, как сделать переход.